Давайте смоделируем ситуацию. Классический инженерный детектив. Вы разрабатываете современный контроллер питания. Требования к компоновке высокие. Вы выбираете технологичный и компактный корпус QFN. Черный квадратик, никаких ножек. И сплошной металл снизу. Открываете даташит. Там, в таблице тепловых характеристик, находите нужное значение. И вы быстро считаете. У нас еще огромный запас. Вы радостно потираете руки. Двукратный запас. Этот корпус — то, что нужно. Плата готова и уходит в производство. Приезжают прототипы. Вы включаете питание, проходит минута, чип разогревается до 100 градусов, проходит 5 минут и устройство уходит в защиту по перегреву. Разработчик недоумевает. Как так? Даташит обещал 3 ватта. Я дал половину. Металл снизу есть, припаяно надежно. Что пошло не так? Спойлер. Производитель вас не обманывал. Он просто говорил на другом языке. На языке стандарта JEDEC, который в случае с безвыводными корпусами типа QFN играет с нами недобрую шутку. Привет, друзья! Это подкаст «Библиотека инженера». Сегодня мы проведем глубокое расследование темы тепловых ловушек. Мы разберем, почему стандартные формулы в типовых учебных допущениях дают опасно оптимистичный ответ. Почему наш любимый QFN может скрывать под собой воздушную подушку? И как горячий транзистор может влиять на соседа. Приготовьтесь к походу по жарким лабиринтам теплофизики. Часть первая. Анатомия заблуждения. Тепловое сопротивление, кристалл-среда. И начнем с фундамента. Очень часто главный виновник ошибок — параметр R-θGA, или тепловое сопротивление, кристалл-среда. Ошибочный расчет мы уже видели в начале, но повторим. Итак, температура кристалла равна, мощность умножить на тепловое сопротивление кристалл-среда плюс температура воздуха. Эта формула и есть основа тепловых расчетов, и именно она чаще всего дает опасно оптимистичный результат. Давайте разберемся, откуда берется цифра в даташите. Например, 40 градусов Цельсия на ватт для QFN. Она получена в лаборатории по стандарту JEST 51. Знаете, как выглядит эта тестовая плата? Это огромный, по меркам современной электроники, кусок текстолита. 4 слоя. Сплошные полигоны меди. И самое главное, это почти как тот самый пресловутый сферический конь. Но только он не в вакууме, а висит в камере объемом почти 30 литров с идеальной естественной конвекцией. А теперь посмотрите на вашу плату. Видите разницу? Она плотная. Медь на ней изрезана сигнальными дорожками. Рядом с вашим QFN стоит горячий дроссель. И все это упаковано в пластиковый корпус. И почти риторический вопрос. Будет ли тепловое сопротивление таким же, как в даташите? Конечно, нет. Оно будет выше. И ваши расчетные 80 градусов на кристалле в реальности превратятся в 120 градусов и выше. Поэтому правило номер один. Параметр кристалл-среда нужен в первую очередь для сравнения компонентов в одинаковых условиях. В реальном устройстве без верификации с ним легко ошибиться на десятки градусов. А что использовать? Листайте даташит дальше. Ищите параметры с греческой буквой psi. Например, psi-JT, junction to top. Это коэффициент, который связывает температуру верха корпуса с температурой кристалла. Для QFN он часто небольшой. Смотрите конкретное значение в вашем даташите. Это значит, если вы замерили термопарой, что крышка корпуса нагрелась до 100 градусов, то кристалл внутри будет всего на несколько градусов горячее. Пси-параметры позволяют оценить состояние кристалла на реальной работающей плате. Часть вторая. QFN. Иллюзия идеального теплоотвода. Перейдем к стандарту современной силовой электроники, корпусу QFN. Вы же знаете, почему он так популярен. Да, это низкая индуктивность, компактность и тот самый Exposed Pad — открытая термальная площадка. Интуиция подсказывает, раз есть прямой контакт металла с платой, перегрева быть не должно. Но, как обычно, сборка вносит свои коррективы. И здесь нас ждут две проблемы. Проблема номер один — пустоты или voiding. Итак, процесс пайки.
Вы нанесли паяльную пасту на большую квадратную площадку. Поставили чип. В печи флюс начинает испаряться, выделяя газ. Но чип, придавленный весом сверху и притянутый снизу силами поверхностного натяжения, блокирует выход газа. Пузыри остаются внутри. Газ — это отличный теплоизолятор. Если пустоты занимают 40 или 50% площади, ваш Exposed Pad работает лишь наполовину. Вы думаете, что припаяли радиатор, а по факту создали термос. Кроме того, крупный пузырь газа может приподнять компонент, нарушив планарность, из-за чего боковые сигнальные контакты могут просто не припаяться. Но это уже совсем другая история. Решение есть. Не используйте сплошную апертуру в трафарете. Применяйте паттерн «оконная рама». Разбейте большой квадрат на матрицу из мелких квадратов с зазорами. Эти зазоры станут каналами для дегазации флюса. И проблема номер 2, назовем ее капиллярные утечки. Допустим, вы обеспечили хороший контакт с верхним слоем, но тепло нужно увести вглубь платы. Вы ставите матрицу переходных отверстий. Ошибка. Вы делаете их слишком большими и ничем не закрываете. В момент плавления жидкий припой капиллярно втягивается в переходные отверстия. Происходит высасывание припоя. В итоге получаем паянное соединение с недостатком припоя под теплоплощадкой, вплоть до пустоты. Тепловой контакт нарушается. Решение тоже есть. Используйте отверстия диаметром не более 0,3 мм. А еще лучше закрывайте их паяльной маской с обратной стороны. Это называется тентинг. Это создаст пробку, которая удержит припой там, где он нужен, между чипом и платой. Часть третья. Наследие прошлого. СОТ-23. Коротко коснемся классики. Мы недавно подробно разбирали корпус СОТ-23. Ссылка на видео в правом верхнем углу. Поэтому не будем углубляться, но напомним один важный нюанс. Проблема старых корпусов, таких как СОТ-23 или СОИК, это внутренняя структура. Кристалл там соединен с ножками тонкими проволочками. Тепло через эти проволочки не идет. Оно заперто. Поэтому, если вы вынуждены использовать СОТ-23 в силовых цепях, ищите современные версии с технологией FCOL — Flip Chip on Lead. Там кристалл перевернут и припаян к рамке напрямую, без проволочек. Это снижает тепловое сопротивление вдвое без изменения разводки платы. Просто выберите правильный парт-номер. Часть четвертая. Силовая классика. Дипак и цена тонкой фольги. Перейдем к тяжеловесам. Дипак и дитупак. И вот классическая ловушка. Экономия на толщине меди. Стандартная плата — медь 1 унция. Это примерно 35 микрометров. В силовых режимах для дипак этого нередко мало. Тонкая медь хуже проводит тепло в плоскости платы. Сопротивление растеканию выше, поэтому тепло хуже разбегается по полигону и остается локально возле корпуса. В результате образуется горячее пятно, а дальние участки меди почти не участвуют в охлаждении. Переход на 2 унции, то есть примерно 70 микрометров, заметно меняет картину. Сопротивление растеканию падает, тепло быстрее распределяется по площади, и полигон начинает работать эффективнее. Насколько именно, зависит от площади меди, числа слоев, термопереходов и условий охлаждения. Но выигрыш часто получается ощутимым. Для силовой электроники 2 унции — это нередко самый простой и недорогой способ выиграть температуру, когда вы уже в зоне больших токов и потерь. Часть пятая. Эффект соседа. Взаимный нагрев. А теперь тема, о которой часто забывают даже опытные команды. Вы рассчитали охлаждение транзистора. Он греется до 100 градусов. По даташиту это допустимо, и кажется, что все под контролем. Но в 5 миллиметрах от него стоит электролитический конденсатор выходного фильтра или прецизионный источник опорного напряжения. Транзистор работает как печка. Он греет плату. Плата греет соседей. И даже если у конденсатора собственный нагрев небольшой, он все равно оказывается в зоне 90 или 100 градусов. Что происходит дальше? Вспоминаем правило, которое производители электролитов используют как быстрый ориентир. Каждые 10 градусов вверх, и ресурс примерно вдвое вниз.
Конечно, это приближение, точный коэффициент зависит от конкретной серии и режима работы, но общий закон один. Чем выше температура, тем быстрее старение и тем меньше ресурс. Если конденсатор рассчитан на 2000 часов при 105 градусах, то при 95 это будет около 4000 часов. А если устройство работает круглосуточно, это примерно 5-6 месяцев. Дальше все развивается предсказуемо. Растет ESR, ухудшается фильтрация, пульсации начинают ползти вверх, и в какой-то момент уже система не прощает то, что конденсатор все это время жил рядом с источником тепла. Совет. Делайте тепловой разнос. Горячие компоненты в одну зону, чувствительные в другую. И если разнести физически нельзя, помогайте себе конструкцией. Разрывами меди, экранами, прорезями в плате, любыми приемами, которые уменьшают теплоперенос по текстолиту. Часть 6. Импульсный режим. Скрытый пик. Еще один тонкий момент. Импульсная нагрузка. Представьте MOSFET, который включает мощный соленоид раз в секунду. Импульс длится всего 10 миллисекунд. Средняя мощность мизерная, и по стационарным оценкам вроде R-Tau-JA легко решить, что все в порядке. Но за эти 10 миллисекунд температура перехода может успеть подпрыгнуть до пиковых значений. Тепло просто не успевает уйти по всей тепловой цепочке. Поэтому здесь смотрят на график Z-тета, переходное тепловое сопротивление Z-тета-JC. Его же часто называют Transient Thermal Impedance. Оно показывается в даташитах как функция длительности импульса и скважности. Часто бывает так. Корпус в среднем держится около 50 градусов, а температура перехода в момент импульса уходит значительно выше, вплоть до опасных значений, если скважность и импульсная мощность выбраны неудачно. И дальше включается механика. Повторяющиеся температурные циклы создают термомеханические нагрузки из-за разницы коэффициентов теплового расширения материалов, и со временем страдают соединения и пайка. Для импульсных режимов недостаточно одной средней мощности. Считайте импульс, мощность и длительность и проверяйте пик по Z-тета. Заключение. Основная мысль этого выпуска очень простая. Тепловой дизайн — это всегда поиск баланса. Первое. Расчеты. Не используйте R-Theta-GA как абсолютную правду. Смотрите пси-параметры и обязательно подтверждайте расчеты измерениями на прототипе. Второе. Корпус QFN. Держите под контролем трафарет. Нужны окошки для выхода газов и переходные отверстия под теплоплощадкой, порядка 0,3 мм и лучше с маской снизу, чтобы уменьшить утекание припоя. Третье. SOT-23. Если вы используете эти корпуса в силовых цепях, помните про тонкие проволочки внутри старых версий. Ищите спецификацию FCOL или Flip Chip on Lead. В них кристалл припаян напрямую к рамке, и теплоотвод работает в разы лучше. Четвертое. DPAC. Если ключ рассеивает заметную мощность, и вы уже упираетесь в перегрев, медь 2 унции часто дает ощутимый выигрыш, особенно вместе с нормальной площадью полигона и связью со слоями. Пятое. Компоновка. Держите горячие элементы отдельно от чувствительных, особенно от электролитов и точных узлов. Тепло по плате ходит, и соседство может съедать ресурс даже без собственного нагрева компонента. И шестое. Импульсы. Проверяйте пиковый нагрев по графикам ZT-HJC, переходного теплового сопротивления переход-корпус, а не только по средней мощности. Если держать эти 6 вещей в голове, устройства будут работать дольше. Это был подкаст «Библиотека инженера». Чтобы углубиться в тему, заходите на наш Boosty. Там дополнительные материалы и разборы. И подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки в описании. Доверяйте физике, читайте даташиты внимательно и до встречи в следующем выпуске.